Ну вот, ребята, закончил проект, сделал сам ласты. В принципе, когда начинал, не знал, получится, не получится. Все было в теории, в идеях. В принципе, получилось. Даже, наверное, красивее, чем я ожидал. По бюджету все в описании напишу. В принципе, копейки. Зимой приобрел Бэби-бот, плотик так называемый. Так что в этом сезоне покатаемся по местам, где невозможно пройти по берегу. Думаю, будет интересно. Ремешки заказывал в Китае, пряжки тоже китайские. Все будет в описании. Сшил рыболовной ниткой. Собираем, смотрим. Вот, в принципе, таким образом. Ботинок стоит очень надежно. Гнул я под свой размер. Если кто задумает делать, соответственно, вам надо делать под свои ботинки. Так это будет выглядеть. Доволен, как получилось. Лучше моих ожиданий. Вот этот боковой изгиб, он получился сам, когда я загибал эти части. То есть ласта как бы выгнулась, как она и должна быть. Вот этот изгиб я делал специально, чуть-чуть воронкой. Ну, вот такие ласты. У кого будут вопросы какие-нибудь дополнительно, спрашивайте. В принципе, то, что у меня есть, то, что я делал лекало, я как бы выложу. Как и говорил, процесс особо я не снимал. Было бы интересно, конечно, но так получилось. Что касается лекала, я делал сначала, как бы, грубо говоря, из газетки. Смотрел. В принципе, размеров нигде в интернете я не смог найти. Поэтому делал так. То, что видел по фотографиям, примерно соотносил размер ботинка и ласты, как он выглядит на фотографиях. Получились вот такие размеры. От первоначального, скажем, назовем лекало это, то есть пришлось отрезать, потому что здесь тогда бы очень высоко была вот эта часть, и ремень бы не фиксировал надежно ботинок. Поэтому эту часть я срезал, резал строительным ножом. В принципе, не сказать, что просто, но и не сложно. То есть 5, 7, 10 раз провести, и материал режется. Это обыкновенный полиэтилен. Марка его PE300, если быть точным. Листовой полиэтилен. В принципе, он свободно продается.
Ну, по крайней мере, в Евросоюзе, то, что я смотрел по интернету, по сайтам, он легко доступен. Стоимость его дешевая, порядка 13-15 евро квадратный метр. Я купил 0,7 квадратных метра, но у меня большой кусок остался. Я просто брал с запасом, не знал как. В принципе, вот эта часть, это как бы шаблон, на котором я гнул. Такое соединение я использовал, чтобы максимально, скажем, надежно зафиксировать эту часть, чтобы она не расходилась. В принципе, спаял это обыкновенным паяльником широким, то есть плавится полиэтилен очень легко. Как бы думаю, что будет держаться. В принципе, 2-3 рыбалки, скажем, интенсивные покажут, прав я или нет. Но так я пробовал, то есть гнуть он гнется, материал он достаточно эластичный. Пятку гнул на таком шаблоне. Хотелось бы обратить на один момент, кто соберется делать. Здесь я добавил специально, чтобы было наглядно, вот этот кусок. Было бы гораздо удобней, если бы был здесь вот этот кусочек. Потому что чем ближе к этому тонкому краю, где надо согнуть, тем его сложнее выгнуть. Температура, которую я нагревал эту часть феном, 350 градусов. Нельзя касаться ничем, потому что при прикосновении здесь появляются сразу вмятины. То есть он очень мягкий в этом месте, можно сказать жидкий. Поэтому приходится его гнуть за это место. Если бы здесь был кусок, то можно прикрепить струбцины или подвесом струбцин, или какой-то груз дополнительный на них. Гораздо было легче, потому что сгибать не так было легко. То есть надо было очень сильно прогреть эту часть. Чем ближе сюда, чем больше кусок был, за который можно было держаться и гнуть, тем в этом месте легче было согнуть, чем к этому краю. Наверное, этот момент важный, который я хотел акцентировать. Это размеры шаблона. Это еще не разрезанная пятка. То есть я представлял, смотрел, как будет выглядеть ботинок. Это разрезанное уже подсоединение. Вот эту часть, это в зависимости от размера ботинка, то есть, когда будете выставлять. Перед тем, как разрезать шаблон, здесь я еще раз проверяю, чтобы было все как надо перед тем, как разметить заготовки с помощью шила. Две заготовки расчерчены, и справа, видите, кусок почти на целую ласту у меня остался. Вот такие заготовки получились с помощью пилы и строительного ножа. Это полукруглые части я вырезал с помощью только ножа. Режется достаточно легко, просто маленькими кусочками, видите. Здесь сам процесс немножко попал в строительный профессиональный фен.
Заготовка зажата в тиски вместе с шаблоном. То есть лежит тяжелый груз, чтобы не надо было руками держать. Это получились такие полуфабрикаты. Здесь можно видеть под весом струбцин от температуры, то есть сама ласта выгибается. С помощью шурупов прикрутил, зафиксировал. Нарезал таких тоненьких полосок и с помощью паяльника запаял эти места. Просверлил отверстие и ножом прорезал под ремешки. Ну вот. Такие красивые ласты. Все, всем удачи. Творите, ловите, радуйтесь. Пока.